Здравствуйте! Я вас приветствую на своем канале, на канале Viking Life. И с вами я, его ведущий Сергей Гуд. И сегодня у нас новый день. До Нового года осталось буквально 2 недели, 18 декабря. У нас на Кубани, как видите, снега нету. Хотя вот я смотрю, какие новости у нас на моей бывшей исторической родине. Да, у них снежок уже где-то под Псковом, снег уже по пояс. А у нас сегодня 0 градусов. И пар идет. Мое последнее видео, которое я выложил буквально пару дней назад, имеет большой резонанс в сети. Я читаю комментарии, очень много комментариев. Честно говоря, я не хотел, чтобы в моих комментариях перешли на личности и стали как площадка для политических разборок. Вот не надо как раз этого. Я прошу, мои дорогие подписчики или просто зрители, которые заходят и смотрят и пишут комментарии. Я не хотел, чтобы мой переезд из Латвии на Кубань, мои ответы, это были какие-то политические разборки. Прошу, не надо этого делать. Я просто честно отвечал на ваши вопросы, которые вы мне задавали. И никаких политических подоплеков я там не делал. Просто ответы на ваши вопросы. Вот. И просьба в дальнейшем. Не хочу, чтобы мой канал использовали как разборку между правыми и левыми, да, и не надо меня провоцировать на вопрос, какой партии я там принадлежу, там Новая Россия или какая-то еще. Я ответил, что моя партия — это моя семья в первую очередь, и я не состою ни в каких политических партиях. Но это мы сейчас не об этом. Я о другом. Нужно готовиться к встрече Нового года. Хочется успеть убрать участок свой, привести его в порядок. У меня елочки нету. Я продолжаю собирать ветки, которые были у меня на участке. Продолжаю, значит, заниматься опилками. Ну, в смысле, пилю дровишки. И вот вчера был такой неприятный момент. Я немножко, скажем так, расслабился. И вчера я вот пилой «Калибр», которая у меня есть, электрическая цепная пила, чуть было себе не отрезал ногу. К сожалению, было уже почти сумерки, темно, я потерял чувство, как называется, безопасности, у меня соскочила электрическая пила, и если бы не толстый сапог и шерстяные носки на ногах, я бы, наверное, сегодня был бы уже в другом месте и не разговаривал бы с вами. Вот. Ну, первый шок прошел, я просто все к чему это говорю. Техника безопасности, не надо расслабляться, и вроде бы я уже пилой работаю давно, уже вроде как не первый день в руках ее держу, но вот просто нужно быть внимательным. А я еще вчера как раз съездил днем, заточил цепь, очень просто, 80 рублей и у вас заточенная цепь на электропилу. Вручную у меня есть станочек, но, к сожалению, чтобы затачивать вручную, там есть разные приспособы, и они очень зависят от диаметра, скажем, радиуса закругления этой цепи. Но вот для бензиновой пилы у меня есть такая приспособа, а для электрической она не подходит. Ну, поэтому пришлось поехать и затащить цепь. 80 рублей, все удовольствие. Вот, так что, ребята, будьте бдительны, аккуратно, да, не надо заниматься экспериментами всякими, тем более свое здоровье, оно важно, его не надо терять. Я не хотел бы его вот ради, скажем, сучек, этих сучков, извините, да, значит, дровишек, потерять свое здоровье. Ну ладно, это мы о грустном, а мы сейчас поговорим о хорошем. Со мной, как всегда, мой помощник Арсений. Он бдит, наблюдает, охраняет. И я хочу сегодня постараться убрать остатки веточек, которые у меня остались после спила яблони. Буквально чуть-чуть осталось. Вот та самая пила и то самое место. Я просто вот пилил на этих бровнишках, скажем так, бревнышках ветку. И вот ветка дернулась, пила дернулась, и было ЧП. У меня остались от укрытия крыши, когда я стелил, да, вот такие вот листы.
уголки. Приблизительно где-то 1,5 метра на 1,20 м, где-то их по 16 штук правых и левых, и я не знаю, куда их применить. Вроде как выбрасывать жалко, с другой стороны, вот я подал объявление на Авито, никому они не нужны. Ну, чтобы продать и какие-то денежки вернуть. Может быть, подскажете мне, мои дорогие подписчики, куда я могу использовать вот эти вот листы железа. У меня еще осталась большая куча веток от спиленной черешни. Их тоже нужно убрать. Был бы, конечно, у меня веткоизмельчитель, но, к сожалению, у меня его нету. И приходится просто это все собирать, обрезать, пилить, для того, чтобы как-то очистить участок. Конечно, я надеюсь, что когда-то у меня веткоизмельчитель появится. Вот. Но деньги нужно использовать по другому назначению. Мой канал мне пока прибыли не приносит. И не работаю я сейчас, я в поисках работы. Вот, да, и есть желание, конечно, начать все-таки ремонт в доме внутри. Скрыть полы, убрать доски, засыпать песочек и щебень там. И у меня еще большая куча подготовлена. Я думал вначале сжигать ветки. Ну, честно говоря, я подумал, может, она все пускай полежит до весны. Спокойно это все. И может быть к весне я веткоизмельчитель все-таки куплю. И я пущу это все на мульчу. Пока я сжигать не буду. Вот. Это сейчас у меня веток много, да, и можно сделать мульче. Но со временем там всего будет этого меньше и меньше. Вот. Ну, еще такой вопрос. Как бороться с кротами? У нас тепло, и кроты начали штурмовать мой огород. Просто нереально. Они такие вот подземные рытели траншей. Может, что-то присоветуете, как с этими кротами бороться. А то у меня перекопано, значит, органическое удобрение я внес, перегной. Вот червячки ползают. И им хорошо. Ладно, будем работать. День только начался. Прошло несколько часиков. И посмотрите, какая прелесть стала. Листья убраны, ветки убраны. Вот. Арсению скучно стало, ни одной палочки не осталось. Красота. Конечно, здорово смотрится участок, когда на нем порядок. Главное не запускать, поддерживать это все. Ну и осталось мне что? Сегодня еще вот эти листы сейчас уберу. И участок заиграет совсем по-другому. Ну, вроде 3 часа. Пора бы что-то уже и Обед готов. Что? Обед готов. Все, ребята. Самая моя любимая команда. Сережа, обед готов. Все, ребята, обедаем. Что-то после обеда очень туман сильно как-то появился у нас. Тут по прогнозу обещают, что уже через пару дней снега на Кубани пойдут. Ну, посмотрим, какие снега. Вот. Ну а что? После борща Аллочкиного нужно продолжать работать. Сейчас буду металл убирать, приводить в порядок территорию все. Скоро же Новый год. Должно быть все красиво и в порядке. Убираем металл. Вот задача убрать вот эти листы. А то они тут у меня между персиками лежат некрасиво. И немножечко облагородить территорию. Может, кому-то надо такие листы? Звоните, пишите, договоримся. Ну вот уже и сумерки наступили у нас в Молдаванском. И я только сейчас закончил то, что запланировал на сегодняшний день. От меня идет пар. Поработали. Вывез все железо. Убрал все ветки. Единственное, что осталось сделать, это просто собрать остатки листьев. Вот такой день. Самое главное все планировать. Если вы все грамотно планируете, у вас все получится. Ну и напоследок, как всегда я говорю, стучите в бубен, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. С вами был я, Сергей Гут, и канал Викинг Лайф. Пока!
давно не видел. Запасочка моя. Для того, чтобы промыть мотор. 3000 масло черное. На бензинке? Оно уже горит. Оно уже горит. 3000 на бензин. Я сегодня заехал в наш молдаванский автосервис, так называемый СТО. Вот, а мне нужно было масло менять. Я ровно год назад, когда в Латвии еще жил, заменил масло, и оно больше у меня не менялось. Ну, вот сегодня я приехал, сделали замену. Замена масла стоила 300 рублей. Вот, если покупать в нашем магазине на разлив Lukoil Genesis, да, это вот 320 рублей литр. Но я покупал на бензоколонке Lukoil в упаковке, чтобы все было нормально. Вот, все, поехали домой.